Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке покажу красивый легкий узор, который вяжется состоит из двух рядов, справится даже новичок. Подробно покажу и расскажу. Вязать буду из пряжи Alize Merino Royal. У меня вот такой розовый цвет. В 50 граммах 100 метров, и это стопроцентная шерсть. Вязать буду крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, для образца мы будем набирать нечетное количество петель плюс 1 петля подъема. Так, воздушные петли. В своем случае я наберу, давайте, 15 петель. 1, 2, 3, 14, 15. То есть для вязания нам необходимо набрать цепочку из воздушных петель. Количество должно быть нечетное. Далее мы набираем 1 петлю подъема. И первый ряд мы будем чередовать. Первый и второй ряд. Первый ряд мы провязываем просто столбики без накида. За полупетлю мы провязываем столбики без накида. Опять же, в первом ряду у нас должно получиться 15 столбиков без накида, то есть нечетное количество столбиков. Итак, провязали первый ряд. У нас получилось 15 столбиков без накида. Переходим на второй ряд. Набираем 3 воздушные петли. Делаем накид. И не под эту косичку, а под следующую. Вот таким образом у вас должно получиться. Далее делаем накид. Обхватываем наш столбик. 1, 2, 3. Через все петельки, кроме последней, пропускаем крючок, 2 петли на крючке, провязали вместе. Далее мы вот эти косички одну пропускаем и под следующую заводим крючок. Провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Протянули, 2 петли вместе провязали. Следующую петлю пропускаем, то есть мы все время чередуем. Одну пропускаем, а следующую провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Все петли, кроме последней, протянули, 2 вместе последние провязали. Раз, 2, 3. Накид, одну пропускаем, следующую. 1, 2, 3. Накид под следующую косичку. 1, 2, 3. Одну пропускаем под следующую. 1, 2, 3. И остается у нас провязать последний столбик с накидом. Вот таким вот образом. Вот это наш второй ряд.
Переходим на третий. Так, третий ряд у нас будет аналогичен первому, то есть мы будем провязывать просто столбики без накида. Делаем воздушную петлю, разворачиваем наше вязание и не сюда провязываем, а под следующую косичку. Вот таким вот образом. И далее под каждую косичку мы провязываем столбик без накида. Итого в этом ряду у нас тоже, как и в первом, должно получиться 15 столбиков без накида, то есть нечетное число. И так как там было 15, то и далее в каждом нечетном ряду количество столбиков без накида, оно у нас будет нечетным. Так, и обязательно смотрите последний столбик без накида. Он у нас должен попадать в третью воздушную петлю. Вот начало предыдущего ряда. Просчитайте ваши столбики и переходим на четвертый ряд. Четвертый ряд у нас повторяется. Точно так же мы его вяжем, как и второй. Разворачиваем вязание, набираем 1, 2, 3 воздушные петли, делаем накид и вот эту петлю пропускаем, под следующую мы провязываем столбик с одним накидом. И повторяем второй ряд, делаем накид 1, 2, 3. Накид, следующую петлю пропускаем и через одну. То есть мы вяжем точно так же, как вязали второй ряд. Смотрите, что у нас в итоге должно получиться. Вот мой лицевой ряд. Смотрите, какие красивые, как сказать, шишечки, да. Вот изнаночный ряд. Здесь, в принципе, можно использовать либо тот, либо другой, но лицевой немножко красивее. Идеально для вязания пледа, в принципе, для повязки, ну, как по мне, для чего угодно. Очень простой, красивый узор. Идеально подойдет даже для новичка. Все подробно, масштабно показала. Итак, если полезен был мой видеоурок, с вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.